Поддержание ионного баланса, очищение крови, очищение от токсинов, органических и неорганических веществ, стабилизация кровяного давления и уровня pH – все это выполняет важнейший орган нашего организма – почки. Какое-то время при неправильном образе жизни они будут работать, но в какой-то момент, когда мы этого не ждем, все может резко измениться. Почки являются главными органами поддержания жизненной энергии. Вот почему очень важно держать ноги в тепле, голову в холоде, потому что почки очень сильно подвержены холоду. Если холод попадает в почки, то этот орган теряет свою энергию, значит, теряется жизненная энергия нашего организма. Почки – это парный орган, орган-фильтр для крови. Кровь притекает по артериям в почки и вытекает по венам из почек. В почках происходит фильтрация, и фильтрат называется моча. По факту, моча – это то, что остается после фильтрации в почках крови. С точки зрения доказательной медицины, в поддержании кислотно-основного равновесия участвуют почки вместе с легкими. Также в тибетской медицине эти два органа, почки и легкие, являются органами, которые регулируют баланс слизи. Итак, 10 привычек, которые вредят нашим почкам. Первый – это холод. Почки – это органы, которые очень сильно подвержены холоду и очень холод не любят. И даже в тибетской медицине есть такое понятие энергии огня почек, от которого зависит баланс слизи. Поэтому привычка одеваться легко в холодную погоду, садиться на холодную поверхность, скамейку или бетонные какие-то плиты – это очень плохо. Вторая привычка – нарушение питьевого режима. В одном из роликов, можете здесь посмотреть, я рассказывал, как важно пить воду и на что это влияет. Достаточное употребление воды делает нашу кровь жидкой. Жидкая кровь лучше фильтруется в почках. Третья привычка – перетерпеть естественные позывы и не ходить вовремя в туалет по-маленькому. Это может привести к повышению внутрипочечного давления. Четвертая привычка – малоподвижный образ жизни. Как мы знаем, почки находятся естественно в жире, и они могут немного подниматься и немного опускаться. Когда человек ведет малоподвижный образ жизни, почки могут опускаться. Если сильно почки опускаются, то это ведет к снижению энергии почек. Пятая привычка – злоупотребление алкоголем. Алкоголь является токсичным веществом для всех наших органов, в том числе и для почек. Особенно, когда происходит фильтрация крови, а в крови находится много алкоголя, и это может повредить клубочковую зону почек. Следующая привычка – интенсивные продолжительные физические нагрузки, которые истощают почки. Это возможно занятия триатлоном, марафонами, когда человек дает противоестественные нагрузки на организм. Следующая привычка – злоупотребление минеральной водой. Если человек постоянно пьет минеральную воду и не пьет обычную воду, то это может привести к нарушению фильтрации в почках. И злоупотребление кофе. Кофе является сильным диуретиком, то есть обладает мочегонным эффектом и активизирует функцию почек. Я подчеркиваю именно злоупотребление. Само по себе кофе не вредно для почек. Неправильное питание. Много фастфудов, пустой еды и соленой еды, такие как колбасы, сосиски и так далее. И вообще привычка добавлять много соли в еду очень вредит почкам. Если человек злоупотребляет, то есть повышенное потребление белков, это тоже может привести к дисфункции почек. И последняя привычка – это курение. Конечно, многие скажут, курение и так вредно для организма, но как курение вредит почкам? Курение разрушает наши сосуды, а почки, особенно рабочая зона почек, клубочковая зона, состоит сплошь из мелких сосудов. Если мы курим много, у нас разрушаются эти сосуды, и почки перестают нормально фильтровать кровь. Наши почки являются очень терпеливым органом. Конечно, все эти привычки, если мы будем постоянно применять в своей жизни, то
медленно будет разрушаться почки. Но почки такой орган, который на ранних стадиях никаких симптомов не выдает. Когда мы замечаем симптомы, связанные с работой почек, скорее всего, проблемы уже серьезные. Если вам интересно правила питания с точки зрения тибетской медицины, вы более подробную информацию можете найти в моем онлайн-курсе «Практика здоровья». Перейдите по QR-коду или по ссылке в описании к этому ролику.